Жанну Фриски проводили в последний путь. Ее похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье. На погребение артистки прибыли ее поклонники, родные, близкие. Как закончилась церемония, узнаем у моей коллеги Регины Ореховой. Регина, здравствуй. Накануне на церемонию прощания гражданский супруг Фриски Дмитрий Шепелев не смог приехать. А сегодня он на месте, на погребении был. Расскажи, вот как он вел себя, насколько он был расстроен, может быть, как-то себя проявил по-особенному. Да, Женя, здравствуй. Гражданский супруг Жанны Фриски Дмитрий Шепелев, он, конечно, едва сдерживал чувства. Ему приходилось даже несколько раз отходить от могилы певицы, чтобы немножечко прийти в себя. Также отец Жанны Фриски, он почувствовал себя плохо сегодня во время похорон. Даже думали вызвать скорую, но помощь врачей не потребовалась. А вообще же церемония погребения проходила в очень трогательной обстановке. Только самые близкие, родные, друзья и коллеги певицы на ней присутствовали. Всего около 100 человек. И я напомню, что Дмитрий Шепелев, он настоял на том, чтобы не было сегодня здесь посторонних людей. Но среди друзей певицы сегодня присутствовали здесь Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Сергей Зверев, Ольга Орлова. И они, конечно, вспоминали сегодня о том, каким была Жанна Фриски светлым человеком. Жанна замечательная, Жанна настоящий друг, Жанна великолепная, роскошная, останется в памяти как очень добрый и отзывчивый человек, хороший друг, любящая мать. Здесь же, на Николо-Архангельском кладбище, прямо около могилы, была организована небольшая поминальная трапеза для участников церемонии. И вот одна деталь интересная, когда люди уже начали потихонечку расходиться, к Филиппу Киркорову подошла пожилая женщина и попросила у него милостыню. Он, в общем-то, ей не смог отказать. Ой, извините. Еще дайте хоть еще, пожалуйста. Спасибо. Вот. Но, несмотря на то, что Дмитрий Шепелев хотел, чтобы были только родные и близкие, все равно поклонники певицы пришли сегодня сюда, на кладбище, чтобы почтить ее память. Они смиренно ждали буквально 1,5 часа для того, чтобы подойти к могиле и возложить туда цветы. Конечно, венки и цветы уже не умещались, пришлось их ставить на отдельный постамент. Примерно сюда несколько сотен человек сегодня пришли. Женя. Да, Регина, спасибо. На прямой связи со студией моя коллега Регина Орехова. Она работает на Николо-Архангельском кладбище, где в последний путь проводили Жанну Фриски.